Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, мои дорогие, я расскажу вам о модном шоу, которое не просто прошло, а буквально пропело. Коллекция Dries Van Noten осень-зима 2025-2026, представленная на неделе моды в Париже, это и опера, и драма, и чуть-чуть флирта с нашим прошлым. Но самое главное, это первый акт Джулиана Клаузнера в роли полноправного креативного директора. Скажу сразу, он в бренде не новичок. С 2018-го отвечал за женское направление. И вот в декабре 2024-го было объявлено о его назначении на руководящий пост. Сам основатель одноименной марки, всеми любимый Dries Van Noten, решил, пришла пора уступить свое место молодому таланту. Хотя дизайнер планирует и далее участвовать в жизни модного дома, подключаться к работе над отдельными проектами. Однако, со слов кутюрье, конкретно любой из коллекций одежды его рука больше не коснется. Так что перед нами, друзья, результат творческой работы нового ведущего дизайнера бренда. Джулиан Клаузнер обещает нам: будет роскошно, будет немного странно и будет ох как красиво. Ну что ж, давайте посмотрим. На свой дебют он пригласил публику в один из самых известных и значимых театров не только во Франции, а и в мире. Это опера Гарнье. Да, когда модный дом меняет режиссера, сцену тоже нужно выбрать соответствующую. Забудьте промышленные пространства из бетона или стальные индустриальные конструкции, что часто предпочитал Ван Нотен. Сегодня вы в храме культуры, где даже воздух ощущается как актер, готовый вступить в игру. Уже на входе, на ступенях дворца, вас окутывает упоительный аромат старинной бронзы, позолоты и канделябров. Но вот вы в зале, вокруг вас красные бархатные кресла, лепнина с античными масками, кованые балюстрады. Однако сегодня вы не зритель, вы актриса, вы прима балета. На эти несколько минут дизайнер пригласил вас не просто на модное шоу. Он предложил заглянуть за кулисы, прочувствовать на себе всю эту закулисную суету. На нее намекали в коллекции будто бы заготовленные под парик шапочки на моделях. А еще шнурки, которые заменяли то серьги, то ожерелья, то ремешки туфель на щиколотках. Контрастные по цвету, они выглядывали из рукавов, расположились по краю воротника, на лацканах пальто, либо соединяли полы жакета. Вы словно оказались на финальной примерке костюма перед большой премьерой. О чем говорит и само название новой линейки «За кулисами». Оно звучит как приглашение по-иному взглянуть на искусство. Здесь театр не только на сцене, но и внутри каждого наряда, в каждой складке, в бликах света, играющих на одежде. Вдохновением к созданию стильного гардероба на осень послужила коробка, похожая на сундук с сокровищами. В ней мама Джулиана хранила карнавальные костюмы. Пока другие бренды рассказывают нам о технологиях и будущем, Клаузнер вернулся в детство. Вспомните, наверняка в ранней юности вы не раз крутились у зеркала, надевали мамины платья и папины галстуки, чтобы поиграть во взрослых. А теперь представьте, вы выросли, стали дизайнером, и вам разрешили этим воспоминаниям нарядить всю оперу, дать возможность встретиться воображению с реальностью. В новой коллекции это хорошо ощущается в тканях. Джулиан играет с ними, управляет как дирижер оркестром. Вот жаккард с восточным узором, и вдруг бац, у вас уже сага. Вот сетка-кольчуга из бусин, элегантный кейп или наряд с искусной драпировкой, и вы уже не просто женщина, идущая в булочную за багетом. Вы прима-балерина. Пусть, возможно, уже и на пенсии. Коллекция как лоскутное одеяло эпох. Тут и пальто-бушлат, и брюки со штрипками. Есть юбка-саранг и пиджаки, стянутые широкими кожаными поясами-корсетами. Есть вещи из бархата, шелковые топы и теплые вязаные свитеры. А еще снуды, повязки, цветные платки. Одежда даже в статике здесь порой смотрится как в свободном полете. Не последнюю роль сыграли в этом асимметричный крой, элементы будто на специально встроенной проволоке, цветные кристаллы и крупные пайетки, бахрома и декоративные кисточки, как на театральных шторах. Но главное – цветовая палитра, вобравшая в себя самое прекрасное от природы – глубокое и чарующее. Мы с вами знаем, друзья, Dries Van Noten всегда считался лучшим художником фэшн-индустрии. Его преемник оказался в этом вопросе хорошим учеником. В модных образах мы видим все – от насыщенных оттенков драгоценных камней до балетных румян и драматического черного.
Цвета наполняют коллекцию эмоциями, и они очень разные. От восторга «ах, как роскошно!» до опасения «куда я в этом пойду?» Или даже «ну вот, опять придется искать идеальный тон помады». Стоит отметить, Джулиан Клаузнер не создает одежду в виде музейных экспонатов. Она для жизни, может, для чуть более волшебной, чем обычно. Она и про шик, и про щемящую ностальгию, не столько про театральную помпезность, сколько про теплые воспоминания. Ведь за кулисами всегда живет наша история. Эта коллекция для вас, мои дорогие. Она как хорошая опера, с прекрасной оркестровкой, волнующей арией и долгими аплодисментами. Если, друзья, вы и дальше хотите путешествовать со мной по миру высокой моды, подписывайтесь на канал. С интересом жду ваши отзывы в комментариях. Приятного просмотра, нескучного дня, позитива и только яркого, солнечного настроения!